Сегодня я бы хотел поговорить о способах переноса рисунка на холст, о способах переноса эскизов, фотографий, репродукций. Часто работы начинающих художников разваливаются именно по причине неумения перенести сам рисунок. Картины страдают наивностью, кривостью, кособокостью и часто достаточно смешные. А сегодня я предложу способ, как быстро перенести ключевые точки рисунка на холст, чтобы уже не тратить время на поиск рисунка, а приступить непосредственно к живописи. Но для начала я хочу рассказать о основных способах переноса рисунка. Вот первый способ с помощью карандаша. Вот художник Бен Люстенхауэр. На его примере мы посмотрим, как он это делает. Вот делается фотография в размер холста, переносится на кальку, обводится. Будет внизу ссылка на его видео, вы можете посмотреть это без ускоренной съемки. Вы сможете посмотреть это на нормальной скорости, это интересно. Вот способ достаточно трудоемкий, но очень точный. Вот достаточно точные контуры рисунка мы видим на холсте. Второй способ — проектор. Очень быстрый способ, очень точный. Да, важно, чтобы перпендикулярно лучу был холст. Способ недавно появившиеся. Художники профессиональные очень широко используют этот метод, особенно портретисты, особо не афишируя это, но, поверьте, это очень распространено сейчас. Вот мы видим разные виды проекторов, в том числе вот для дизайнеров, для художников. Вот такой вот проектор стоит 5000 рублей, так называемый проектор для творчества. Он не цифровой, он переводит графический материал на холст. Третий способ — классический по клеткам. Сейчас на помощь художнику пришли разного рода программы, чтобы переводить фотографию, либо же эскиз, репродукцию в клетку. Остается только перевести, нарисовать клетку на холсте и перенести рисунок. Тоже не очень быстрый способ, но достаточно точный. И четвертый метод пропорциональных отношений. Это, кстати, самый правильный метод. Нужно развивать в себе глазомер, и он на удивление очень точный. Вот так вот мерятся пропорции карандашом либо кистью, пропорции длины, высоты и пропорции, да, и направления углов. И можно очень точно за полчаса-час набросать очень точный рисунок. Вот как видим, Бен Люстенхауэр это очень быстро, профессионально делает. Вот какой рисунок я думаю, за полчаса-час у него получился. Вот, ну и предложу от себя способ, который я придумал буквально на днях. Вот с помощью вот такой вот пленки. Цветочная пленка, она недорогая, на рынках продается разного размера, маленького, есть очень большие размеры этой пленки. Вот отрезается пленка по размеру холста. Отрезается пленочка по размеру холста и готовится краска. Краска разводится маслом. Именно маслом, без растворителя, для того, чтобы краска продолжительное время была в жидком состоянии, чтобы не выветривался растворитель. Краска здесь у меня марс-коричневый, темный, прозрачный и белила титановый. Вот такой вот, можно использовать любой цвет для рисунка. Консистенция такая жиденькая, но чтобы не текло с вертикальной поверхности. Вот такой вот. Вот, допустим, мы хотим на примере этой лошадки замечательной, мы хотим ее нарисовать. И чтобы наш рисунок не был вот такой наивный, кривенький, мы поступаем следующим образом. Берем нашу пленку, прикладываем к любому экрану оргтехники. Кстати, да, использовать желательно вот такой вот малярный скотч, он не оставляет следов, в отличие от обычных скотчей. Так, прикладываем на экран оргтехники. В любом видеоредакторе переворачиваем изображение, отзеркаливаем его. Если нам нужно, чтобы наше изображение на картине было не отзеркаленное, то есть в том первозданном виде своем. Вот, и обводится контур. Здесь нам важен
важно подчеркнуть именно ключевые места. То есть это сам контур и какие-то ключевые места, допустим, вот ноздрички, глаза, уздечки на лошадке. Какие-то теневые места нужны. Вот, проходимся тоненькой кисточкой. Вот, достаточно быстро. На такой рисунок у нас будет затрачено 5 минут максимум. Так можно перевести любой свой эскиз. Допустим, небольшого размера эскизик можно перевести, увеличить, как угодно отзеркалить и перевести это уже на холст, кинуть и уже не заниматься поиском рисунка, а отдать все силы живописи, цветовым решениям и так далее. Вот, подчеркнули ключевые места, снимаем аккуратно нашу пленку и кладем на какую-либо ровную поверхность. Вот, прикладываем холст, только нужно, конечно же, помнить, где отпечатается наш рисунок, чтобы он не был где-то в уголочке, чтобы он не был криво, об этом нужно помнить. Придавливаем рукой и снимаем. Вот у нас получается вот такой отличный оттиск, практически монотипия ключевых мест нашей лошадки. Вот, и уже через 5 минут можно приступать к живописи. Да, можно было здесь немного более жидкую краску сделать, чтобы более тонкий был рисунок. Вот еще пример. Допустим, нам нужно написать портрет такой красавицы. Также тем же способом прикладываем. Да, вот можно, кстати, за неимением цветочной пленки использовать обычную, но она очень мягкая, не советую, но тем не менее нужно использовать такую. Так, вот отзеркаливаем, если нам нужен в правильном ракурсе портрет. Увеличиваем до нужного размера и обводим ключевые места. Сейчас я взял более светлый колер. Вот, тоже не нужно сильно стараться. Точность нам нужна, может быть, в глазах, в таких вот местах, которые подчеркивают именно портретное сходство. Глаза, излом бровей, ноздри, губы, форма губ. Вот это вот можно немножко более ответственно обвести. А все остальное чисто схематично. На это время тратить не нужно. Не обязательно. Да, можно, кстати, попробовать и цветными какими-то красками. Возможно, у кого-то получится достаточно интересные монотипии, графические работы. Это вполне можно. Я пробовал, у меня ничего интересного не получилось, но может у кого-то лучше получится. Так, снимаем. Также отпечатываем, смотрим о расположении нашего рисунка на холсте, помним о композиции. Вот, снимаем. Вот вполне себе достаточно качественный рисунок. Вот. Да, можно растереть немножко графически, тут доделать. Способов дальше на ваше усмотрение. Можно к краске приступать прямо сразу. Да, если рисунок неудачен, стираем это все дело. Композиция, об этом у меня есть видео о составе этой композиции. Так называемая цветная имприматура. Поищите. Вот. Если очень темная, можно прямо намазать на губку титановый белил и высветлить рисунок. Вот еще одна красивая девушка. Попробуем на ее примере что-нибудь сделать. Вот также отзеркаливаем, увеличиваем. Вот, и работаем на контуре. Вот, и обводим контур. Также можно и посидеть, качественно все это сделать, не спеша, медленно. В нашей краске нет растворителя, можно работать долго. Краска будет долго во влажном виде
Вот. Вот ответственные места можно более аккуратно сделать. Вот это способ, конечно, для начинающих художников, которым рисовать хочется, ну а которым хочется написать картину, но все упирается в рисунок. А небрежный рисунок – это небрежная живопись. От рисунка очень много зависит. И в реалистичной живописи очень много зависит от рисунка. Правильных пропорций. Главное, от перспективы. У начинающих художников перспектива, как всегда, завалена. Картина разваливается и просто смешно выглядит. Вот. Вот. Также кладем, прижимаем. Вот уже картина у нас с имприматурой. Картина тоже влажная. Холст смазан маслом. Вот, смотрим. Вот такой оттиск. Вполне себе готовый под живопись. Можно прямо же приступить к живописи, наносить цвет, не тратя время на рисунок. Вот. Ну, естественно, лучше с больших мониторов это делать, с больших телевизоров. Сейчас они очень умные, поддерживают HDMI входы, поддерживают локальную сеть. Можно за каких-то 2 минуты бросить любую картинку на телевизор, и то есть можно любого размера сделать рисунок, перевести на большой холст. Вот. Ну а на этом все. Подписывайтесь, впереди еще будут интересные видео. Удачи!